Помните, наверное, был такой период времени, когда было популярно, да даже не знаю, как это сказать, движение такое, сходить к психологу, проработать какие-то свои детские травмы от родителей, принять их и простить родителей своих. Я не знаю, точно ли я это сказала, но суть такая, что как бы понять, простить родителей за что? Непонятно. Вот с одной стороны, вот ты вот живешь как мать, все для них делаешь, работаешь, не покладая рук, чтобы он ни в чем не нуждался. Но потом вырастает ребеночек, идет к психологу и говорит, что вот меня недолюбили, недоласкали, недохвалили, мало времени уделяли. Мама по жизни где-то там пропадала, а про папу так вообще говорить нечего. И вот ты работаешь с психологом, чтобы в итоге договориться и простить родителей. Для меня это просто... Меня триггерит. Меня вообще очень многие вещи в жизни триггерят и бесят. Я сейчас расскажу свою историю немного. Будем разбираться, за что же все-таки нужно прощать родителей. И нужно ли прощать их вообще. Это что такое-то? Я родилась в 1987 году. На самом деле родители меня очень сильно любили. Папа у меня был уважаемый человек. Ну как? Ну да, он работал на ремзаводе, начальником цеха. Мама была круглой отличницей, по профессии она товаровед. И работала тоже на фабрике. В общем, я ни в чем не нуждалась. Папа всегда проводил со мной время, он учил меня рисовать, он научил меня фотографировать, так как сам он фотограф. Папа всегда проводил со мной время, он гулял, мы с ним фотографировали, он всегда мне покупал какие-то игрушки, вкусняшки, он сам расчесывал мне волосы. Мама каждую неделю шила мне новое платье. В общем, жила прям как у Христа за пазухой. Но понятно, что счастье длится недолго. Пошла перестройка, дефолт, все вот это вот, все покатилось, короче, в одно место. Вот знаете, есть люди, которые могут принять обстоятельства жизни, адаптироваться и идти дальше. А есть люди, которые вот не в состоянии это сделать. То ли в силу возраста, кстати, мои родители старородящие, они поздно меня родили, уже там было по 40 лет. То есть, понимаете, к 1 классу папа уже лишился работы. Потому что, вот смотрите, зарплаты перестали выдавать. Просто по несколько месяцев не выдавали зарплаты, то есть жить не на что, кушать нечего, одеться не во что, понимаете? Тяжело, тяжело, папа не смог с этим справиться и начал прибухивать. В конце концов его за пьянку уволили, а так как он уже был человек немолодой, на работу он устроился уже на совсем другую, полегче, попроще, там, где не нужны специалисты. Его и оттуда турнули за эту же самую историю. В общем, он начал еще больше кушать. Мама все на себе тащила, пока еще вот фабрика работала, еще кое-как. Это, конечно же, тяжело, и она тоже вместе с ним начала прикушивать. И все это перерастало уже в хроническую стадию. И так как ситуация-то от этого в лучшую сторону не меняется, естественно, вот это вот депрессивное состояние переросло уже, как это сказать, в агрессию. Естественно, со стороны отца эта агрессия выливалась на мою маму. Вот я иду из школы, я уже заворачиваю на свою улицу, и я уже как будто бы уже знала, чувствовала, вот у меня сейчас дома родители трезвые или пьяные. Конечно же, вот кто вот жил в такой же ситуации, как я, наверное, меня поймут, что ты уже интуитивно уже знаешь. Ты вот смотришь так вот на свой дом, и ты уже понимаешь, что тебя там ждет. Папина агрессия становилась с каждым годом все сильнее и сильнее. Там даже причины-то не нужны были, чтобы, как это сказать, применить
какие-то действия к матери, потому что пьяная голова сама все придумает. Обычно это как? Обычно он любил что-то кидать, метать. Металл он такие продолговатые, знаете, заостренные предметы. Кстати, металл он очень хорошо, и мне кажется, что в 70% случаев он специально мимо металл. Один раз, ну не обязательно такие предметы, иногда просто взять какой-нибудь потяжелее предмет, допустим, молоток. Один раз мимо моей головы пролетел молоток. Не потому, что он прям в меня летел. Нет, просто потому, что я постоянно защищала маму. То есть впереди нее вставала, если папа начинал там, допустим, бунтовать. В общем, становилось все хуже и хуже. Все, что они зарабатывали на своей несчастной работе, несчастные копейки, они, естественно, уходили именно туда, в алкоголь. Дома не было ни еды, о том, что уж говорить, что у меня была какая-то одежда, нет. Там, а про зимнюю вообще даже можно и... Что, зимняя одежда? Ты чё? Мы что, буржуи, что ли? Так денег нет. Как мы опохмеляться будем? Просто вот они, вот, допустим, получают зарплату, все, их нет. Все, они улетели в отпуск свой. Деньги заканчивались, они ходили по соседям, занимали деньги. Понятно, что не на еду. После того, когда уже совсем все деньги заканчивались, их колошматило еще неделю, ну, тут опять, зарплата. Вот ближе к 9 классу я уже решила, что, наверное, мне придется искать себе работу. Потому что у папы окончательно все расплавилось в голове. И когда я уже стала подростком, где-то лет 12, он видел уже во мне не ребенка, он уже видел во мне какого-то взрослого человека и уже начал претензии ко мне предъявлять. Типа, вот ты нахлебница, ты живешь тут за мой счет, ешь, одеваешься. Одеваешься, я уже забыла такое слово-то, Во-первых, не давали полный рабочий день работать, потому что так как я ребенок. Во-вторых, и зарплата была на порядок меньше, чем у взрослого человека. На что мне хватало на еду, ну и иногда купить себе одежду, слава богу. Допустим, вот если вот скоро зима, осень, то я как минимум, не буду ходить, допустим, в старой драной обуви, в которой я уже 3 года ходила. В общем, было принято решение, я пошла работать. Все, я зарабатывала на остальное. Естественно, на эти деньги, которые я получала, снять жилье и жить отдельно у меня не получалось. Но у меня был, так как мы живем в частном доме, была возможность переоборудовать старый сарай, там, где раньше мы животных держали. Господи, мы даже животных в детстве держали. То есть можно было бы вообще деньги не тратить, потому что всегда было свое мясо, плюс еще огород, свои овощи. То есть, живи как хочешь, ёп. Понимаете? Вот так вот. Было все хорошо, 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 а потом хоп, и все плохо. И вот. А я-то тут при чем, да? И он был как бы утепленный, ну, чтобы и зимой были животные. В общем, он был достаточно в приличном состоянии, чистый, понимаете? Ну, у меня родители хорошо следили за животным, он чистый был. В общем, я с миру по нитке, там, друзей какую-то старую кровать попросила. Мы нашли стол какой-то, где уже точно не помню, но нашли мне, друзья помогли, все там поставили. Все, там ничего и не надо было. Там, кстати, еще и было проведено электричество. Ну, замечательно же. Мне пацаны подогнали хороший такой немецкий кассетник, двухкассетник. Мы там слушали арию, короля и шута. Вот, с утра на работу, вечером собираемся с друзьями, кушаем бич-пакеты, слушаем прекрасную музыку. Вечером можно сходить в парк, поорать песни под гитару. В общем, жизнь просто начала налаживаться. Ну, конечно же, это лето, а зимой? Зимой все равно, насколько бы ты там утепленным не был, зиму там не проживешь. Надо было буржуйку ставить. У нас такой роскоши не было, мы нигде не могли ее найти. Но у меня есть подвал, с котлом в доме. И там раньше было по типу кухни какой-то, там даже водопровод проведен.
В общем, мы все туда перенесли. Все, тепло, печечку топишь. У тебя там тепло, уютно, есть вода, есть электричество. Все, живем. И вот так вот я как-то прожила до 20 лет. В общем, встретила я своего будущего мужа, мы решили, давай-ка снимем квартиру. Мы уже начали побольше зарабатывать. Тем более он еще появился. Все, давай снимем квартиру. Мы съехали, сняли квартиру. Потом я забеременела, и у меня, у родителей какое-то прозрение такое случилось. Они мне звонят и такие говорят, я как раз на 9 месяце была. Давай, все, мы больше не будем бухать, все, у нас скоро внук появится. Такое счастье. Ну, вообще. Я говорю, ну хорошо, замечательно. И у нас как-то все наладилось с родителями. Я ездила к ним в гости, мы к ним все общались, по телефону разговаривали. Все у нас было замечательно. Вроде бы все, я говорю, жизнь как будто бы налаживаться начала. Родители у меня уже к тому времени на пенсию вышли. В общем, как будто бы все стабильно стало, все хорошо. И вот вопрос. Была ли я обижена на своих родителей за то, что у меня было такое хреновое детство, то, что я не доедала, не досыпала, потому что они ночами бушевали, за то, что иногда я с мамой иногда кочевала по ее подругам, чтобы хоть как-то попытаться уйти от него. Но вы знаете эти истории, когда ты вроде терпишь унижение, побои, и жена все-таки решается уйти куда-то, а у тебя ничего нет, родственников не было. Вроде съезжаешь к подругам, живешь уже и начинаешь уже как-то приходить в себя и думать, куда дальше двигаться, надо что-то делать. Но как раз в этот момент приходит твой муж в рубашечке, побритый, начищенный, зализанный, немножечко, чуть-чуть так вот выпивший, но это для храбрости только для храбрости встает на колени перед тобой. У него настоящие слезы льются, и он тебе божится и клянется, что больше такого никогда не повторится. И, конечно же, женщина верит и возвращается, и начинается все по новой. Ой, столько этих ситуаций было, миллион. Ну так вот, была ли я обижена на такую жизнь, что... Господи, что... Нет. Я, кстати, нет, скорее всего, нет, потому что у меня даже времени подумать на это не было. Потому что я как-то начала... Я больше думала о выживании, потому что, ну, там объективно просто хотелось иногда есть, знаете. Ну, кстати, у меня вот с тех пор, скорее всего, наверное, вот эти вот проблемы с едой появились, потому что я просто забываю есть. Начинаю чувствовать голод и вспоминаю, что я уже 2 дня не ела. Типа, чё? А как так? То есть я вроде хожу, что-то готовлю, постоянно готовлю, но при этом я не чувствую такой потребности в еде. Это такая необязательная вещь в жизни, что я говорю, я вспоминаю только когда реально чувствую голод. А это бывает, иногда приходит этот голод только через 2 дня. Ну, то есть это уже сформировавшаяся привычка организма. То есть дохуя не есть. Есть не ради удовольствия, а есть ради организма. У меня просто-напросто не было времени думать вот о такой ерунде, как обижаться на родителей или там вот почему родители вот так вот поступили. Все, нет, у меня было другое. Я периодически ходила, искала работу, потому что работа, как я уже сказала, подросткам давали всего только на месяц. И приходилось каждый месяц снова искать эту работу, чтобы деньги были всегда. То есть ты работаешь месяц, получаешь зарплату и идешь снова искать работу там, в центр занятости или просто вот так вот ходишь, просто в любую дверь заходишь и спрашиваешь, вам случайно работники не нужны? Я не обижена за это на своих родителей. А сейчас, когда я уже взрослый, я надеюсь, что адекватный человек, то есть я как бы... Я пытаюсь просто как бы войти в положение, что я понимаю, что люди разные и по-разному справляются со сложностями.
Но ведь эта история еще не закончена. И вот, значит, все у нас наладилось, все хорошо. И как-то вот в пятницу вечером у меня как раз родители получили пенсию, а мы в пятницу, значит, с мужем уже планы построили на выходные. Типа он поехал бы, хотел ехать себе в деревню, как раз был февраль. Он хотел крышу чистить от снега, потому что весной до деревни было бы сложно добраться из-за дорог, из-за тающего снега, а с крыши бы начал снег падать или там подтаивать, стал бы тяжелее. В общем, чтобы с крышей ничего не случилось, он решил, что надо сейчас вот как раз, это было перед 23 февраля, типа съездить на выходные и там все, короче, до ума довести, чтобы ничего с домом не случилось. А я решила то, что мы не так давно на съемной этой квартире жили, и мне как-то там было некомфортно, не по себе, я уже чуть привыкла как-то в уединении жить, знаете, либо в частном доме, либо вот. А там слишком много соседей, многоквартирный дом был, слишком много соседей, и мне было как-то некомфортно. И я решила, давай, а я поеду, значит, к родителям. Он на выходные в деревню, а я на выходные к родителям у них там буду ночевать. Ну, все, мы договорились и разъехались. Я приехала. Я вижу, понимаю, что у меня родители-то как бы прибуханные снова. Но при этом держатся уверенно так, типа. Мы нет, все у нас внука, ничего там для внука. Купили что-то там, всяких там необходимых вещей, типа ванночки, типа, ну, все такое вот для ухода за ребенком. Я говорю, ну ладно, как бы купили. Я как бы понимаю, что они уже поддатенькие такие, я понимаю, что я не смогу, наверное, здесь ночевать, потому что я уже все, я уже не смогу, тем более я беременна. Мне 9 месяце мне рожать через полмесяца, через 2 недели. Я, в общем, говорю, не, я не буду ночевать. Ну, как бы собираюсь уезжать. А у меня уже к тому времени уже первый ребенок был. Ему было 2 года. 2,5. А мать, конечно, типа, да чё, да почему, да оставайся уже вечер. А чё вечер там было, наверное, где-то 6:30, ну где-то 6 точно было вечера. В общем, я собрала манатки, уехала с сыном, значит, села на автобус, уехала, короче, на квартиру. Все, мы там, короче, поужинали, там легли спать, и мне отец звонит в 10 вечера. Я-то понимаю, что он уже в говнище там. Он мне с 10 до 12 звонит. Но я не стала отвечать, тем более у нас там в одной комнате мы жили. А ребенок спит, что я еще по телефону буду разговаривать. В общем, отключила телефон и легла. Думаю, завтра с утра перезвоню, пока они не успели нажраться снова. Вот, мы, значит, проснулись. Позавтракали. Собираемся, значит, с сыном в магазин, а тут звонит мне сосед и говорит, давай приезжай, потому что твою маму ночью увезли в больницу. Я такая, блин. Ну, то есть, понимаете, для меня это такое привычное дело. Типа, ну, понятно, в больницу опять, наверное, там подрались, еще что-то там. Я, короче, хорошо. Садимся на автобус, приезжаем, дома никого. Отца почему-то тоже нет. Я думаю, ну, ладно, черт с ним, куда-то уебал, наверное. Я, короче, собираю там сменное белье, тапки, кружку. Ну, то есть с таким намерением, то, что, ну, в больницу отвезли, ей надо что-то там. А если ночью, скорее всего, там никто не успел ничего собрать ей. Прихожу в больницу, значит, захожу. Я говорю, вот к вам ночью поступала такая-то, такая-то. Типа, мне бы как бы узнать, где она сейчас, в какой палате. Она говорит, ага, хорошо, я сейчас узнаю. Это утро. Девушка не знала, которая сидит там на проходной, не знала, кто ночью что поступал, видимо, только что на смену она вышла. Вот, пришла через некоторое время, говорит, а она у вас умерла. Я говорю, что мне сейчас делать? Она говорит, надо идти в морг. Я пришла в морг. Он мне дает бумажку, вот иди к судмедэксперту. Так что случилось-то? Я пришла к судмедэксперту, он такой, окей. Что-то там подписала.
типа согласие или что ли на вмешательство в тело. Вот, и тут как раз, это было 21 февраля, с 21 на 22 февраля. Вот зашла я, значит, к судмедэксперту, он мне такой говорит, давайте, вот подписала какую-то бумагу. Он мне сказал, знаете, это сейчас праздники, 23 февраля. Там мне еще ближе к выходным подходили, короче, там, давайте подходите, там после праздников только вся движуха начнется. Я говорю, окей. То есть я еще 4-5 дней, короче, была в неведении, я не понимала, что происходит. Не то чтобы в неведении, ну да, как-то в таком неведении. Потом я приехала домой с сыном, позвонила брату. Брат у меня есть по маме от первого брака. Так и так я говорю, все, мамы нет. А он, естественно, первый вопрос, что, сама? Я говорю, конечно же, нет, скорее всего. В общем, он тоже приехал. Потом приехал старший брат, еще старше. Но он такой, знаете, тоже запойный. Я его никогда в жизни-то не видела, там пару раз, наверное. Вот, что-то мы, короче, посидели. И меня только тогда вот это и дошло, что все. Нету. И уже не будет. Потом пришел, значит, сосед. И, короче, как-то, свою версию рассказал, что он смог увидеть, что к нему отец постучал в стену. Он пришел, увидел, что мама у меня лежит на полу, и вызвал скорую, и все, и их увезли. Папу и маму. Вот. Только после праздников уже там что-то начало проясняться, уже судмедэксперт мне сказал, что произошло. В общем, ситуация была такая, потому что они, когда я уехала, видимо, накушались, и мама легла спать, а папа еще сидел, что-то там в своей голове переворачивал, у него, видимо, крыша поехала, мама что-то проснулась, села рядом с ним на диван, а он просто взял вот этот вот заостренный предмет, который лежал на столе, и приложил к животу. Мама упала, и он через какое-то время понял, что что-то происходит не то, начал мне звонить, а я не отвечала. Сказать, что я очень долгое время чувствовала вину за это. Я себя просто грызла за то, что я тогда не ответила. Возможно, ее могли спасти. Да, скорее всего, и сейчас чувствую вину за это. За все вину чувствую. За то, что оставила, за то, что уехала тогда, за то, что не ответила на звонок. Потому что пока я была в доме с ними рядом, я всегда ее защищала, было все хорошо. Нужно ли это было мне? Да, не мне, ей. Может быть, закончилось все бы и раньше, да и успокоилась она. В общем-то, потом он попытался звонить в скорую, у него ничего не получалось с пьяну-то. Потом он постучал вот соседу, сосед все увидел. Сам уже позвонил в скорую, ее отвезли в реанимацию, но прошло уже несколько часов, и, как сказали, она там и умерла. Была очень большая потеря крови. Вот. Поэтому я и чувствую вину за это. Если бы я сразу ответила отцу, когда он мне вечером звонил, возможно, я бы сама позвонила в скорую, ее бы увезли раньше, и ее могли бы спасти. Вот. На тот момент, да, я чувствовала себя отвратительно. Я была зла на отца, я была обижена на него. Ему дали 8 лет. Он там пережил 2 инсульта, через 6 лет по УДО он вышел. И когда я его увидела, знаете, я, наверное, его простила. Я подумала, что он уже свое наказание принял. Это был настолько старый и немощный человек. Он не мог
толком передвигаться. Я несколько лет за ним ухаживала. У него начала гнить нога. Он перестал выходить из дома. Он категорически отказывался обращаться к врачу. Он спрятал от меня все документы, полис, паспорт, чтобы, не дай бог, я его вывезла к врачу. Короче, он терпел адские боли и заглушал это все опять же водкой. И в один день я прихожу, он также лежит на полу в позе эмбриона. Несколько лет назад его не стало. Так вот, у меня, блядь, вопрос к вам. За что вы там родителей своих хотите простить? Я своих простила. Так жизнь сложилась. Возможно, я не права. Я люблю своих родителей. А мне они лично ничего плохого не делают. Возможно, я опять просто оправдываю. Я, наверное, себя простить больше не могу, чем родителей. Мои родители были замечательны. Они ко мне хорошо относились всегда. За что вы там не можете простить своих родителей? Просто, мне кажется, нужно, прежде чем обижаться, возмущаться, может быть, немножечко нужно подумать. Может быть, что-то происходит, то, что они не могут изменить. Может быть, такая ситуация, в которой нельзя поступить по-другому. Возможно, они не могут поступить по-другому. Может быть, психолог не тебе нужен, а твоим родителям. Может быть, специалист нужен им, а не тебе. А любите своих родителей. Возможно, они отдают вам последнее. Вы пошли нахуй.